первой серии мы покинули Россию. По пути во Вьетнам мы случайно оказались в Китае на дозаправке и не случайно в Бангкоке. На первый день мы решили взять апартменты, стоимость за сутки $16. Wi-Fi в здании был, но интернета нет. Как выяснилось позже, у провайдера были проблемы и от хозяина ничего не зависело. По прибытию в Бангкок нам не удалось купить симки, потому что халявный магазин, который продает всякие ништяки через приложение, уже был закрыт. Поэтому мы остались без интернета. Совсем. Утром мы выпросили Wi-Fi в соседней кафешке, связались с хозяином и попросили дополнительную ночь на халяву, потому что он побрил нас с интернетом. Да, чувак согласился, но продление сделал платным. Естественно, мы этого не заметили и заплатили еще $16. Итого за первые 2 дня мы потратили $32 на апарты, в которых не было интернета. Нашей задачей сегодня будет замутить симки через приложение Klook, где можно получить неплохие скидки на разные виды услуг, в том числе сотовой связи. 2 симки с безлимитом на 8 дней обошлись нам примерно в $5, это в 2 раза дешевле, чем покупать напрямую. Ближайшая точка выдачи была в огромном торговом центре Сиам. Огромный, модный, современный, но все же достаточно старый торговый центр. Естественно, нам не удалось просто так забрать сим-карты. Найти точку выдачи стало той еще проблемой, с учетом отсутствия интернета. Люди, у которых мы спрашивали, говорили совершенно разную информацию. После 30 минут блуждания мы все-таки нашли заветный ларек. Мы нашли клуб. Естественно, как это обычно бывает, перерыв. 1 час перерыва. Ну как это так? Как так бывает? Объясните мне, почему мы не можем получить, симки в Бангкоке? Мы летали в Тай, и не было такой проблемы. Вообще не было, мы получили ее сразу. А тут просто вот так вот. Итого нам нужно было убить еще час до того, как откроется точка. Добраться до бесплатного Wi-Fi тоже не так просто. Ты либо должен быть клиентом местного оператора, либо пройти через все круги ада регистрации, что мы и сделали. После успешного получения симок мы отправились в местный парк, чтобы полноценно насладиться Инстаграмом. По дороге нас встретил чувак в майке «Информация для туристов», рассказал о том, что парк закрыт, и очень грамотно посадил нас на туристический маршрут. Сначала втюхал тук-тук, а затем рассчитывал, что мы возьмем водную экскурсию, которая стоила 2800 бат с человека. Ладно, за тук-тук мы заплатили, а вот водную экскурсию решили устроить себе сами. На каждом углу к нам втирались в доверие разные чуваки, давали много интересной инфы, а потом складно втюхивали свои услуги. Бангкок отличается своей беспринципностью и наглостью, но мы почти научились этому противостоять. Мы отправились пешком на ближайший речной вокзал. В Бангкоке еще одним видом транспорта является водная маршрутка. Билет стоит 14 бат, и вы можете быстро добраться в разные места. Естественно, по пути мы увидели много колоритных штук, типа съемок кино или авторынков. Everyone move to the left. One more step, and then now one step back. One more.
Мне кажется, мы зашли на чей-то частный двор. Давай-ка мы отсюда съебемся. Мне кажется, этот дом не для нас. Нам сюда не очень можно. Here? Not on the right? Yes, On the right. Thank you. Мы решили заехать в местный буддийский храм Wat-Arun. Известен своей огромной пагодой, а так храм как храм. Ну, что можно сказать по монастырю? Достаточно понятный, простой, наверх подняться, к сожалению, нельзя, поэтому мы будем спускаться вниз. Но здесь очень опрятные, хорошие, красивые люди разные, туристы, наверное, не тайцы, явно выглядят нормально все. Вот. А так что, посмотрели, зашли, можно плыть дальше, ходить. В случае с водой по воде ходят, а плавает много. По пути мы видели опять же много разных и интересных штук, а еще местные школьники взяли у нас интервью. Буддистское подношение, короче, Фанта провела рекламную кампанию, что этому Будде по кайфу, короче, красная вода, ну типа Фанта. И мы все начали покупать эту красную Фанту и ставить, прикинь. Where you come from? Russia. Russia. Yeah. Russia. What's your name? Alex. Alex. Yes. I'm Lord. And the Am. nickname Am. Am? Yes. Oh. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. What is your favorite Thai food? Maybe Tom Yum? Tom Yum. Maybe. Какая любимая у тебя еда? Yum. Tom Yum. Yeah. Same. Okay, thank you. Thank you so much. Короче, подошли тайские студенты и взяли небольшое интервью. Это прикольно. Задали несколько вопросов, и я, короче, на них ответил. Они все здесь. О, это круто. Thank you very much. Thank you. 1, 2, 3. Ну что, ребята, по Бангкоку пешком ходить достаточно проблематичная тема. Так что мы выбрали метро. У нас есть такие вот токены, которые берутся в начале, через них проходишь, а потом они скидываются. Я не знаю, как в других метро, типа так же. 42 рубля. В Бангкоке не получится ходить пешком, как мы планировали. Чисто посещать все пешком, потому что мы больше времени будем тратить, намного больше времени будем тратить, чтобы дойти туда-обратно. Разложились мы тут на нашем балкончике. Примерно вот так вот. Здесь у нас лапшичка из 7-Eleven, попить из 7-Eleven, лапшичка из 7-Eleven, рома из 7-Eleven и Бангкок из Таиланда. Как-то так вот у нас приятненько все кушается. Бангкок. День 3. Вчера Бангкок немного поимел нас на полшишечки. Но сегодня мы проснулись, не все, конечно, но с пониманием того, что происходит.
Собираем шмотки. Нам пора из наших апартаментов вываливаться. Есть такая тема для путешественников коучсерфинг. Сообщество тех, кто может встретиться, подселиться кому-то или подселить кого-то к себе совершенно бесплатно или за какие-нибудь там ништяки в виде помытой посуды. Два наших варианта молчали, и нам было некуда идти. На плечах 3 рюкзака, а на улице жара. Пришлось какое-то время бомжевать в парке. Зашли, ну написано weekend рынок, но вроде как работает по дням, он работает по дням. Мы зашли, но тут что-то как-то, блядь, цветы какие-то, растения, вазы всякие. Непонятно, странно, ну и подзаебались сегодня. Сегодня идет намного-намного тяжелее почему-то. Ну, надо учитывать, что рюкзаки еще полные. Ладно, что, сделали кружочек другой по этому рынку. Решили пожрать местные, типа, забегаловки Там на дороге. все иностранцы едут туда. Ну, короче, здесь рис, грибы, свининка, сальцо, вот я вижу. Что, будем пробовать? Заставил вот Рому палками есть, потому что такие блюда. Палками заебись. Написал чувак, который должен был нас захостить. Он сказал: йоу, чуваки, я думаю, что я свалю с другом в 9 вечера и вернусь обратно в апартмент где-то ночью или, ну, поздно ночью или утром. Вы, типа, можете приехать ко мне, ну, до того, как я, типа, сыбусь, либо можете присоединиться ко мне в городе этой ночью. И, ну, типа, мы вместе вернемся назад, или я просто вам дам, типа, ключ, и вы вернетесь. Можем прямо сейчас приехать и дропнуть сумки хотя бы. Он такой говорит: я все еще в офисе, закончу в 6, и потом мне нужно будет приготовить комнату. Время 2 часа дня. По-любому до 6 нам нужно будет где-то это шляться. Ближе к вечеру нам ответил чувак по имени Нутапонг. Сказал, что будет дома после 6, показал район, в который нужно добраться, и мы потихоньку начали движение. По пути случилось это. Ну что, ребята, здравствуйте. Мы уехали в самую жопу Таиланда. Или нет? Там что-то с Майами называется зона. Но самое интересное, что пока мы ехали в метро, я умудрился уронить свой телефон. И теперь он вот с такими вот штуками, ничего не работает, ничего сделать не могу. Мы нашли чувака, который нас закоучил, но он пока не отвечает, и мы не знаем, где это починить. А это надо починить желательно сегодня. Частники, пляжи, забей вообще. Мы думали, доберемся до чего-то типа пляжа и сможем там почилиться немного, но... Сейчас поедем на 2 веточки метро, на 2 станции назад. Там говорят, что можно починить телефон. И потом снова поедем сюда. Эрик, тебе подкрасться Я хотел. чувствовал. Нет, сначала я покажу старый дисплей, который был сломан. Починили мы это говно за 1500 бат. И хорошо, что мы нашли... Рядом. Нет, ну относительно рядом и в старом ебучем Бангкоке. Нам дали бесплатный билетик. Да, у нас был бесплатный билетик, мы бесплатно вернулись на 2 станции назад, но не суть. Главное, что это старый Бангкок. Если бы мы были, я подумал, где-то в центре то это обошлось бы не 1500 бат, ну 600 с пленкой,
а вонючая хуйня. Так теперь мне починили, пришлось потратить, конечно, деньги, это обидно и жалко. Хуйня случается, все, отпечаток работает. Сложный стиль. Вечер выдался сложным. Мы доехали до конечной станции метро, и нужно было пройти пешком приличное расстояние. С учетом того, что на плечах были рюкзаки, ноги стерты в мясо, а мы банально устали, это было жестко. Самое обидное, что доехать на местной маршрутке обошлось бы нам всего 8 бат с человека. Мы дошли. Мы очень долго шли. Чувак, который пообещал нас закоучить, сказал, что освободится где-то около 8 часов. Сейчас 7:42, мы ждем, пока он, возле Макдональдса договорились встретиться, и ждем, пока он придет или напишет нам что-нибудь, что типа, бля, чуваки, я готов, давайте вместе тусить. Надеюсь, что это произойдет. Ну что, ребята, вот наши новые апарты, нас закоучили, захостили. Короче, приняли в гости. Прямо в такой атмосфере мы живем. Чувака я не стал снимать, но я думаю, что будут с ним видосы. Мы будем спать вот здесь, в этой маленькой штуке. Это его кровать. И, в принципе, все заебись. Единственное, что по-прежнему нету Wi-Fi здесь тоже. Он юзает свой телефон, раздается с него и вот... Короче, в Бангкоке с Wi-Fi, например. Россия. Здесь просто развитие технологий. No. In Russia, children want to be a streamer or a YouTuber. It's different, you know. Everywhere in the world. Yeah. So it's like every country is the people, Yeah. the teenagers, and so we are now more, on the social media and on phone. You eat rice alone? Only rice? We can eat rice alone or No, we you can't. You don't want to eat rice alone. Yeah, we can, really. No way. You know Sharapova? Maria Sharapova? You don't know Maria Sharapova? What is it? She's tennis player. Шарапова. Шарапова. Sharapova. Is it not? Yeah. Everybody is on Sharapova. Утро. Мы проснулись в апартах. Чувак оказался очень гостеприимным. Рома с ним пропустил вчера по две бутылочки пивасика в соседней кафешке. Ну и само по себе место прикольное. Хорошее, уютное, за окном тоже вид классный. Самое интересное, что он вчера сходил, купил вот такие штуки. Он говорит, что это очень круто, их нужно просто разогреть и хавать. Вот так вот нам с утра это оставил, типа ешьте, оставил нам ключи, оставил нам карту для входа, все, сказал, хотите оставайтесь, хотите идите, типа, если что, дропайте в ящик ключи и всю фигню. Но нам придется уйти отсюда, потому что здесь нет Wi-Fi, и нам нужно вот прям это срочно делать видосик. Прям есть проблемы большие у нас с Wi-Fi, никак не можем их найти, поэтому вид из апартов открывается достаточно хороший, симпатичный, там вот что-то строится. Ну и выглядит это, конечно, дорого, у нас бы, наверное, в России здесь стоило пиздец как много, но он говорит, что это достаточно дешевое жилье и ничего здесь крутецкого нету. Ладно, первая проба уже прошла, поэтому вторая проба, это классно. Это вкусно, это прикольная, странная штука. Покажи поближе. Там плавают грибочки, яйцо и просто какая-то жидкость. Да, типа каши, что ли, ну, она выглядит На самом деле это очень отвратительно. вкусно, да. Да, но выглядит ужасно. А, там еще типа тефтельки, походу. Ну, не знаю, как это объяснить. Короче, это вкусно. Мы запомним эту штуку и возьмем обязательно еще. Ну, все. Выселяемся мы из этих прекраснейших апартов. Выключаем вентиляторы, выключаем кондер за собой, маленько убрались, помыли посудку. Ну и спасибо большое чуваку. Знаете, что мы забыли? Мы забыли, что нам нужно делать приглашение во Вьетнам. И теперь нам придется вместо 13 баксов сделать его за 20. За человека.
Да, 20 баксов человек, 40 баксов суммарно, это 2500 рублей вместо 1600. Ну, как бы не супер много, на косарь, считай, профукались, но тем не менее просто про это забыли. Вот, ну а сейчас мы уже забронировали новые апарты, где есть Wi-Fi, мы надеемся, что он будет работать. И отправляемся туда, на этот раз не будем так долго херачить пешком, совсем чуть-чуть, ноги вообще в ноль просто, там мозоли огромные.